Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, какая я на самом деле в жизни, грустная или же все-таки веселая, какие мои настоящие чувства и мой собственный способ выхода из плохого настроения и депрессии. В большинстве случаев я нахожусь на позитиве, стараюсь поддерживать позитивную обстановку дома, веселую атмосферу, и я нахожусь на частом большом энтузиазме по поводу занятий с Серафимом. Но все-таки я живой человек, я, как и все остальные, устаю, раздражаюсь, расстраиваюсь. И я уже рассказывала о том, что я очень эмоциональная. То есть у меня либо все хорошо, либо все плохо. У меня никогда не бывает средних значений. Что чаще всего предшествует моему грустному настроению, это, конечно же, состояние Симы. То есть, когда я с ним занимаюсь, когда я получаю от него какую-то реакцию или какие-то маленькие, небольшие, может быть, кому-то незаметные прогрессы в удержании головы, например, то я чувствую прилив сил, энтузиазм, что-то какие-то изучаю постоянно новые методики, новые какие-то развивашки. В эти дни у меня присутствует полное ощущение того, что все идет так, как должно идти. Но бывают дни, когда у Серафима то ли плохое настроение, то ли у него что-то болит, то ли он реагирует на метео какие-то погодные условия. В эти дни Серафим хочет, чтобы его просто оставили в покое. Он не хочет ни заниматься, сразу начинает плакать. Не хочет даже видеть ни игрушки, ни какие-то мои попытки взаимодействия. В общем, благодаря той информации, которая сидит у меня в голове о том, что чем младше ребенок, тем больше возможностей его развить, у меня развивается мое плохое настроение, потому что я очень переживаю из-за того, что время-то идет, пока Серафим вот в таком состоянии, и мы никуда как будто бы не движемся. В общем, вот в эти дни бездействия меня и начинает накрывать. Сразу в моей голове начинают возникать такие мысли, что все бессмысленно, что я бьюсь головой об стену, что я ни разу не сильная и ничего у меня не получается. Все эти мысли, они копятся, наматываются на один большой клубок в течение, например, нескольких дней, и в какой-то момент происходит взрыв соплей, слюней, слез в разные стороны. Если Артем рядом оказывается, то взрыв затрагивает его. Если его рядом нет, то первое мое желание позвонить Артему и все рассказать. Но на самом деле это очень плохой вариант, потому что, во-первых, Артем никогда в момент истерик не может подобрать нужные слова, или мне так кажется в тот момент, он говорит не то, что я хочу услышать, и в результате создается впечатление, что он меня не понимает. И второе, Артем очень восприимчив к моим расстройствам, и он не имеет свойства также быстро входить и выходить из этого состояния. Если я его втягиваю, то ему не так просто восстановиться в нормального Артема. Поэтому, безусловно, я должна самостоятельно выходить из этого состояния, а еще лучше не доводить себя до взрыва. Возьмем ситуацию еще до взрыва. У меня плохое настроение. Для начала я откладываю все важные вопросы. В любом случае, когда у меня такое состояние, ни один важный вопрос не решится, все запутается еще больше. Во-вторых, откладываем все занятия с ребенком и попытки занятия с ним. На самом деле, когда Серафим родился, то я очень часто брала его на руки, вот когда я лежала с ним в больнице, брала его на руки и горько плакала о нашей нелегкой судьбе. Сейчас я, конечно, об этом очень жалею и стараюсь показывать Серафиму только положительные эмоции. Также в плохом настроении я не пытаюсь сниматься. Я пару раз снимала видео в плохом настроении, мне не нравилось, что получалось. Хотя многие пишут, что я показываюсь только счастливой, создавая вот эту вот иллюзию счастья, какую-то поверхность только настоящей жизни. Но я на самом деле не представляю, что это будет за видео, где я с распухшим носом рассказываю о том, как все плохо. Зачем передавать эти негативные эмоции? В жизни и так много проблем, не хочется ими делиться, хочется делиться чем-то хорошим. На самом деле, когда я нахожусь в плохом настроении, я даже не беру трубку, когда мне звонят подружки, потому что все, что я в тот момент им расскажу, будет не очень веселым. Лучше я побыстрее выйду из этого состояния, перезвоню им и буду нормальной. Как пример могу привести, что когда мы с Серафимом попали в больницу с ротавирусом, то я взяла с собой камеру, но я не стала там снимать, потому что я очень переживала, я была вся на нервах. Я просто не представляю, что бы за видео это вышло. Я сняла видео, когда я вернулась домой, когда уже все было позади, и мне было что рассказать хорошее. Я буду очень ждать ваших комментариев
для того, чтобы раз и навсегда определиться с направлением канала. Вы приходите на YouTube для того, чтобы отдохнуть от бытовых проблем и увидеть радость, или же вы хотите видеть нашу жизнь более настоящим и с нашими проблемами в том числе. Теперь допустим, что клубок все-таки наматывается, и в определенный момент он вот-вот взорвется. Нам нужно взорвать его самостоятельно. Это нужно сделать для того, чтобы мы не взорвались на того, кто окажется рядом, кто будет совсем не виноват в наших проблемах. Наверняка у каждого было, когда вот накипает, и вдруг кто-нибудь тихо: где мои носки? И это, блин, не ребенок, это муж. И ты роняешь в сторону борщ, и все летит. И вспоминаются неоплаченные штрафы за превышение скорости, о которых умолчала, а могла бы поворчать. Вспоминаются многолетние незакрытые крышки зубной пасты. Впрочем, вспоминается все, о чем умалчивала, и это льется, и нет этому края и конца. В общем, для того, чтобы до этого не доводить, нужно сделать взрыв, самостоятельный выход эмоций. Когда я ходила к психологу, она мне советовала упражнения, позволяющие как раз выпускать весь этот негатив. Например, берешь коробку чего-нибудь, например, шариков. Берешь шарик, заполняешь его негативной какой-то мыслью и со всей дури кидаешь в стену. Например, там: я слабая, выкинула это. Или еще, например, нет шариков, берешь подушку или какой-то предмет, фигачишь его об стол и говоришь то, что тебя жутко бесит. На самом деле, не в обиду этому психологу, я не могу сказать, что мне нравятся эти варианты. У меня есть другой способ, который мне действительно помогает. Не могу обещать, что это подойдет всем, просто расскажу, вдруг кому-то это поможет. Итак, запоминаем структуру. Шаг первый. Если вы одна дома, идеально. Если дома муж, дети, собираем, отправляем на прогулку. Если дома один ребенок, включаем ему самые интересные мультики, чтобы получить фору. Шаг второй. Меняем постельное белье. Шаг третий. Берем тряпку для пыли. Шаг четвертый. Включаем музыку. Попсу какую-нибудь русскую, чтобы можно было петь. Да, петь. Затем начинаем уборку в комнате, протираем пыль, расставляем вещи на свои места. И так начинаем тихонечко как-то приплясывать при этом всем. И в какой-то момент расплясываемся до того, что вот если бы в клубе нас за такие танцы выгнали, то это то, что нужно. Я действительно частенько так делаю, я очень часто танцую, когда что-то делаю. И в какой-то момент иногда мне начинает казаться, что этот смысл песни, он такой глубокий. Руку мою держи, что хочешь, скажи. Да это же про мою жизнь. И я в какой-то момент начинаю просто очень эмоционально смеяться, плакать, петь. Я не знаю, со стороны, наверное, это похоже на истерику, на какое-то сумасшествие. Слава богу, этого как бы никто не видел, как я это делаю. Но я действительно вот как-то отплясываю, все как-то эмоции выходят, все, что накопилось, все, что сдерживалось, как-то все выплеснуло. И постепенно завершаем уборочку нашу, протираем пол, открываем форточку. Я еще очень люблю кварцевать. Полное ощущение, что мы это все очистили. Затем желательно, насколько позволит ситуация, принять душ, намазаться кремиком, одеть любимую пижамку, попить чайку, почитать книжечку, все, насколько дадут родственники. И все сделано, вокруг чистота, красота, мы все чистые, вкусные, адекватные, и все прекрасно. Возможно, кому-то это покажется полной ерундой и вообще неадекватным поведением. Но на самом деле мне лично это помогает перезагрузить мозг и сохранить какую-то адекватность, не опускать руки. После этого мне действительно легче. На самом деле не знаю, как действовать тем, кто уединиться не может, потому что, наверное, со стороны это выглядит не очень. Но с другой стороны, это все равно выглядит лучше, когда мама танцует и поет, чем когда мама фигачит подушкой об стену. На самом деле не знаю, насколько вам может подойти именно мой способ, потому что я ведь любитель попеть и поплясать. Возможно, вам можно поискать какой-то другой способ, но если вы имеете свойство взрываться на своих близких, то вам нужно все-таки попробовать поискать какой-то свой способ, который вам поможет. Если у вас уже он есть, то напишите в комментариях, возможно, вы поможете кому-то больше, чем я. Если ваша депрессия
затяжная. Если вашему плохому настроению уже не поможешь ничем, никакими танцами, то на самом деле не бойтесь обращаться к психологу. Многие мамы пишут мне сообщения, начиная со слов о том, что к психологу они точно не пойдут, потому что они им не помогут. На самом деле стоит хотя бы попробовать, что за предубеждение, еще даже не попробовав. Вот не к психиатрам, которые заглушат антидепрессантами, а к психологу, который выслушает, направит мысли в более позитивное русло. На самом деле мне хочется как-то, чтобы вы более глобально посмотрели на весь мир блогерства, потому что если вы смотрите видео, где блогер смеется, это не значит, что 15 минут назад она не плакала. И если вы видите красивые фотографии в инстаграме мамы, где у нее 10 детей, и все чистые, красивые, счастливые улыбаются, и она сама прекрасно выглядит, скорее всего, с ней работает целая команда, которые там няни, операторы и так далее, что все это не так просто, как кажется на самом деле. Тяжело бывает всем. Невозможно всегда справляться со всем и всегда. Идеальных мам не бывает, мы все живые люди. Надо просто на самом деле пытаться понять свои ошибки и учиться делать выводы из повторяющихся ситуаций. Поменьше жалости к себе и побольше работы над собой, побольше думать о других. Нужно просто определить, какими мы хотим быть, и маленькими шажочками идти к этой цели. Все обязательно будет очень хорошо. Я вас очень люблю. Пока.